Всем привет из Израиля. 10-й день войны. И я хочу сказать, что, наверное, в этой ситуации каждый спрашивает себя, чем он может помочь. Я думаю, что ни одна семья в Израиле не осталась равнодушной. Это горе, которое мы переживаем, оно коснулось буквально всех. И, наверное, каждый спрашивает себя, чем он может помочь в этой ситуации. Я иду на станцию переливания крови, сдать кровь. У меня первая положительная группа, очень востребованная, поэтому я решила, что это тот минимум, что я могу сделать. Вообще станции переливания были открыты в самые первые дни войны, но, во-первых, это был шок. И, честно сказать, я не понимала, что мне можно сделать, что мне нужно сделать, как мне надо себя вести. Сейчас шок постепенно проходит. Вот, появляется какое-то осмысливание ситуации. Ну, как вообще все это организовывается? Вот это передвижная станция забора крови. Об организации пункта забора крови муниципалитет города объявляет за 1-2 дня. На сайте муниципалитета есть ссылка, по которой можно перейти и заказать очередь. Конечно, такая станция не одна, их несколько, и за каждой закреплен определенный округ. Вот люди стоят сдать кровь. Всем сказали выпить 6-7 стаканов воды. Причем воду и одноразовые стаканчики разносили парамедики. Есть две очереди. Одна очередь люди, которые не заказали очередь, и у которых группа крови первая. И вторая очередь – это люди, которые заказали очередь. Смотрите, людей становится все больше. Центр открыт в 12 часов, на сдачу крови сейчас 12:20. Люди постоянно прибывают. Центры сдачи крови были открыты в самые первые дни войны. Изначально это были центры в Тель-Авиве, Бришане. И то, что я знаю, мои знакомые, друзья сдавали кровь. Они по 3 часа стояли в очередь, чтобы сдать кровь. Отзывчивость вообще неимоверная, неимоверная. На входе происходит регистрация. Затем вот в этом зале я заполнила декларацию о состоянии здоровья, и мне померили давление. Еще одна небольшая очередь, чтобы сделать экспресс-анализ на гемоглобин. И потом приглашают в комнату для забора крови. Таких комнат, если я не ошибаюсь, 4. В каждой по 10 стоек. Так. Да, кровь сдала. Пришлось задержаться на 1,5 часа, потому что немножко не чувствовала себя совсем хорошо. Вернее, совсем чувствовала себя нехорошо. Не думала, что такая слабая. 3 раза почти упала в обморок, 1 раз конкретно. Вот, но за этим хорошо очень следят, все очень хорошо организовано. Ко мне подскочили, подняли мне ноги, положили на пол. Не прямо на пол, на матрас. Вот. Дали очухаться и постоянно подходили, спрашивали, как я себя чувствую. Чувствовала себя очень неуютно, очень неудобно, потому что хотелось быть сильной, сдать кровь и как-то помочь. Вот, в результате помощь оказывали мне. Ну, все хорошо. А сейчас просто релакс. Нам это очень необходимо. Невозможно 16 часов быть у телевизора и только слушать новости. Всем мирного неба.